Всем привет! Сегодня мы покажем, что можно посмотреть в Кракове за один день и поделимся полезными советами. Город достаточно компактный, поэтому успеть можно многое. Маршрут нашей пешеходной экскурсии по Кракову оставим в описании к видео. Старый город со всех сторон окружен парком Краковские планты. Парковое кольцо тянется на целых 4 километра. Прогулку по старому городу начните от Барбакана, который местные в шутку называют кастрюлей. Именно здесь чаще всего стартуют пешеходные экскурсии по Кракову. Можно вписаться в бесплатный тур. Правда, они проходят только на английском и испанском языках. Чаевые гид не требует, но ждет. Здесь же находятся парадные Флорианские ворота. Именно от них начинается Королевский тракт, путь к замку на Вавельском холме. По этой дороге ехали все королевские кортежи, пересекая Краков с севера на юг. А теперь проходят туристы, погружаясь в историю города. Первым делом мы двинулись к сердцу Кракова, по средневековым улочкам, вдоль бывших купеческих домов и многочисленных храмов. А вот и он, главный рынок, самое популярное место в Кракове. Летом здесь работают фонтаны, открыты кафе, а зимой проходит рождественская ярмарка. Здесь же находится Мариатский костел, визитная карточка Кракова, герой всех сувенирных магнитов, открыток и кружек. 4 раза в день рыночная площадь затихает, и все ждут мелодию, звучащую с Мариатского костела, которая обрывается на середине. По преданию, стрела монгольского лучника пробила горло музыканта, поднимавшего гарнизон по тревоге. Атаку отразили, а незавершенный сигнал стал символом Кракова. Верующие могут зайти в костел для молитвы бесплатно. Для туристов сделан отдельный вход за деньги. Можно обогнуть костел и завернуть на малую рыночную площадь, а затем вернуться обратно на главный рынок. Обязательно загляните в суконные ряды, большое здание в центре площади. Сувениры тут дорогие, но прогуляться приятно. Рядом находится башня ратуши. Обратите внимание, что она немного наклонена вбок. Давным-давно в нее ударила мощная молния, а последствия устранить не удалось. Наверху есть смотровая площадка, подъем платный, но не тратьте деньги. В понедельник она работает бесплатно. Нам понравился вид на площадь, но мы бы точно расстроились, если бы заплатили за вход, потому что наверху нас ждали окна, а не открытое пространство. Причем окна не слишком большого размера. Спустились и пошли к костелу святых Петра и Павла. Перед входом установлены фигуры 12 апостолов. Кстати, Краков – родина папы римского Иоанна Павла II. Его тут очень любят. Перед походом в Вавельский замок мы решили заглянуть в еврейские кварталы Кракова. Сюда советуем сходить с экскурсией, так будет интереснее. Вот площадь, на которой установлено множество стульев, напоминающих о временах зачистки краковского гетто и отправки беззащитных людей в концлагеря. Рядом находится легендарная аптека под Орлом. Место, в котором евреям выдавали подпольные документы и снабжали больных лекарствами в самые страшные времена. Пройдете немного и увидите фрагмент неразрушенной стены вокруг гетто. Еще одно напоминание о страшной странице в истории. Неподалеку находится музей, фабрика Оскара Шиндлера. О ней мы сняли отдельное видео. Обязательно сходите туда и посмотрите нашу небольшую экскурсию с полезными советами. А мы идем дальше. Следующий пункт нашего пешеходного маршрута – Вавел. Полное имя Кракова – столичный королевский город Краков, и он действительно оправдывает это торжественное название. Величественный дворец, несколько хозяйственных построек, королевские покои, кафедральный собор Станислава и Вацлава,
здесь царит особая атмосфера. В Вавельском соборе были коронованы многие правители Польши. Сегодня в нем собрано огромное количество произведений искусства, картины, мебель, украшения и прочее. Вход свободный. С погодой нам не повезло, и без того пасмурный день превратился в дождливый, поэтому снять Вавел как следует нам не удалось. Зато выяснили, что тут есть неплохие сувенирные лавки с приятными ценами. У подножия Вавельского холма установлена скульптура дракона. Спуститесь к набережной и никуда не спешите. Раз в 5 минут дракон извергает пламя. Туристы в восторге. Еще в центре Кракова на каждом углу предлагают прогулки на каретах и экскурсии на электрокарах. Везут с точки на точку, а по пути вы слушаете аудиогид. Цена от 150 злотых за полчаса. Есть пешеходные туры по старому городу от 80 злотых за 2 часа. Мы нашли варианты дешевле. В описании к видео оставили для вас ссылочки на недорогие экскурсии, которые нам понравились больше всего. Краков точно по праву считается самым интересным городом Польши. Здесь действительно много достопримечательностей. Загляните в информационный центр, возьмите бесплатные карты и брошюры, чтобы ориентироваться было проще. Гуляя по Кракову, непременно попробуйте легендарные краковские бублики и осцыпки, кусочки копченого сыра. Их продают по всему старому городу. Потом напишите в комментариях, как вам вкус. Осмотрев старый город, отправляйтесь в парк Краковские планты. Лавочки, деревья, интересные скульптуры. Здесь тоже очень здорово. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы путешествовать с нами и дальше.